Прибыли мы на остановку Три Березы. Остановка по требованию. Все, разгружаемся. Перекур и вперед. Пошли, ребзики. Nothing venture, nothing have. Do you know that proverb? Let's go. Как лыжники, знаешь. Після дощу висохла ніч, вітер погас. Ми не одні, ми не живі, виключить нас. Ти, як завжди, дивишся вниз, довго мовчиш. Так не сиди, вимкни сиді, ти ж не гориш. І не для нас люди йдуть, люди стоять. Це не для нас, парами сплять, виключить час. Ти не вогонь і не вода, ти манікен. Змило давно ангельський сад, хочу назад. Після дощу висохла ніч, вітер погас. Ми не одні, ми не живі, виключить нас. Хочу, не хочу, знаю, не знаю. Ну что, ребзя, мы еще не прошли половины пути, а на лицах не видно улыбок, уже не слышны шутки. Что-то мне подсказывает, что мы не акемские лоси, блядь, а новосибирские котята. Пора группу переименовать. Все ништяк, сейчас второе дыхание откроется. Орешков все заточим, энергии добавится. Сейчас мы курильник слишком возьмем с собой. Да, блядь, слишком хороший. Ну что, ребзя, прошли мы 9 километров уже почти. Осталось чуть меньше километра, я думаю, справимся за полчасика. И будем лагерь разбивать. Так что нормально все. Пашем бодро. Да, кстати, вот он показывает рядышком. Ну, 100 метров. Единственная, я думаю, наша ошибка, что мы взяли с собой 27 килограмм каждый. Жадность фраеров можете погубить. Мы русский народ, мы привыкли к страданиям, к испытаниям, вере в себя, в царя. Поэтому мы Бога. Тело постоянно мокрое. Так что сейчас придем в лагерь, откроем киоск, будем тушмяк продавать. В 6:20 утра. Молодая четверка не вписывается пока в расписание. Обычное дело для нас. Ребзи, что мы?
Часиков 8 стартанем, как думаете? А, 8 часов стартанем, нет? Строго. Вечер. Красота. Смотри, какая вода. Вот там хариус. Это мелкая водичка. Видишь, Андрей, камни едать. Вот в такой воде хариус ловится. Один за водюшки. Ну что, ребзики, как жопа? Классно. Не квадратная еще? Ну так, еще вкусный. Что, давайте вместе ебанем. Салфачок. Вот наши шканари прибыли на место. Пойдем с местными играть. Сейчас в нордишке пойдем с местными зарубимся. Водочка, колбаска. Гуляем и живем. Нормально отдыхаем. Вот батя наш пахан лежит. Сказал сыны, сегодня можете веселиться. Разрешаю. Батюк разрешил. 9-8 микророль принесут нам быть. С другой стороны, зачем волку жилетка? Он ее о забор порвет. Ну что, господа, нулевой день продолжается. Вот мы подготавливаемся к походу, разложили весь наш мурдяк. 40 килограмм хавчика чистого веса по 9 кг на каждого, не считая упаковок. Мне кажется, да. Именно в пакете, да. Ну, что это, не в коробке. Парни, как думаете, мы сможем это все засунуть в рюкзаки? В животы, да, в рюкзаки не уверен. Я предлагаю съесть максимально, что сегодня сможем. Завтра с утра еще. Завтра с утра в газоне будем жракать. А это все будем менять на пушнину будем менять, на золото алтайское у местных. Не, по итогу-то что, мы фасуем по пакетам прием пищи? Не, давайте это. Прием пищи, это вот, смотрите, вот на четверых. Сколько, Серый, ты говоришь, на четверых надо риса сухого? Ну, грамм 70 максимум на утро. На вечер можно. А, на четверых? Ну, 70 по 4, да? 300 грамм. Ну, короче, нам пачки, по сути, на 2 300 приема грамм пищи. максимум. Ну, на 2 дня. На 2 приема. Нет, смотрите, еще раз, утром. Прищепки же есть? Утром получается 70 на человека, закладываем это около 300, да, 208, 300 ну 300, грубо говоря, округлим. Вот, а вечером получается по 100 грамм А вечером гречка. на человека, да, 100 грамм на человека. Обожраться и спать. Как раз 300 грамм пачка. Ну, пачка прием пищи. Вот, смотри, она 500. То есть Что, это на 2 уверен, что приема. она 500? Написано. 500? 500, ништяк. То есть мы ее вот так раз, это нам на прием пищи. Потом прищепочкой закрываем. Прищепочкой, салофанчик. Фасовать не надо. Не надо, рис не надо. Ну, Вот эти макарошки тоже 500 грамм. Ну, это тоже вот так вот и прищепкой прихватить. прищепки я взял, да. Ну, ништяк, Макс. Гречка, ну здесь на Ну, 3 тоже приема. прищепка есть. Тоже. Высыпана, нет.
Нам больше 3 прищепок, я думаю, одновременно не понадобится. Так, аптека готова. С аптекой, блядь, можем операции полостные делать. Ну, смотрите, по фасовке рюкзаки, что? На рюкзак даже, наверное, во внешний карман. Либо во внешний, это пик карман. И то, как вариант, Макс, надо куда-нибудь отсыпать себе в карманы. То есть вот платан, если куртка, то сюда. Решили, что от Кучервы до Тюнгура мы выходим в край 29.07. Верно, пацан? От Кучерлы до Тюнгура. Но опять же, не до самого Тюнгура, да, до куда. Ну, это первый маршрут. Шишига заберет. Потом ночевка. На петроглифах, наверное, заночуем. 30.07 старт. Из петроглифов, да? С петроглифов. И окажемся мы 31.07 старт. И в обратном порядке давайте идти тогда. 29 утро. Я напишу, что не ночью. Кучерла, петроглифа, да? Кучерла, петроглифы. От петроглифов до Елань-Кучерла село Тюнгур. О, Высокий. давай-ка мы сейчас, знаешь, что еще сделаем? Я буду километраж смотреть. Смотри, первое. Петроглифы, да? Тебе сказать координату? Да я думаю, это чифту. Вот, смотрите, получается. Вы как думаете, мы лоси или не лоси? Дойдем мы от Такема одним днем до Кучерлы? Я думаю, что даем. А давай сейчас я хотя бы для прикола. Товарищ мне сказал, что мы справимся. Потому что он говорит, Нет, это будет круто, мы выиграем целый день. ну, чтобы Давай, на погран кедровых, составы, чтобы на кедровых не как вставать, да, Дим? А? Отсюда. Чтобы на кедровых не вставать, да? Ну. Ну что, ребзики, первый день нашего похода сегодня. Подкрепляемся сейчас, буквально через пацаны. 20 минут. Настроение ок. Это Ну. Николаевич, Марина, это видно, как ледник идти. После южного Акима через нее надо перейти, чтобы дальше пойти по тропе. Сегодня маршрут такой у нас. Забрасываемся на шишиги До 3 берез. до 3 берез. До 3, не до 4, не до 5. Потом на квадриках до Акема. Там берем вертушку, облетаем белуху. И потом сколько у нас, Подожди, бумажник не взял. Нет, придется пешком, пацаны. сколько у нас сегодня хода часов до первой остановки? Ой, я не знаю даже. Не хочу хода 4. Часа 4. Нет. 12 км, 14. Таких 4. Ну до вечера будем идти. Мы как устанем, до Текилю. надо будет останавливаться. Наверное, разливали. Так, Ребзи. Короче, мы как олигархи, в кавычках, решили в городе водку не покупать по 300 рублей, а купить ее на базе по 850 за бутылку, чтобы взять с собой в поход. Главное, Серик, не перепутай, когда будешь жажду утолять. Серега, будет обиднее, если мы на Акем поднимемся, она там 500 стоит. В горном приюте, да? Она там может 500 стоить, если ее завозили еще лет 10 назад туда. По старому курсу. Да-да-да. На сивушных спиртах. О, так. Набрла.
это все вот Просто бортиком по дереву. Если верить карте Maps.me, то мы прошли уже 9,8 километров, почти десяточка. До реки Тикелю нам осталось порядка 4 километров с копеечкой. Но мы сдулись и благородно остановились на этой замечательной поляне. Поставили палаточки, вот уже кушать готовим. Димасик сегодня у нас за шеф-повара. Ванек. И не просто так за гаражами, а туда, куда не ходят самолеты и поезда, и машины, тем более они ездят. К этим прекрасным местам, которые просто реально насыщают какой-то энергией. Сначала забирают его у тебя, потом отдают. Наша цель Белуха. Вместе мы сила, мы победим. Давайте, ребята. Поэтому давайте, подождите, сначала алтайских духов сдобрим. Давай. Чтобы нам погоду дали. Вот, поэтому давайте, ребзя. Оп. Оп. Сниму, если держите. Труселя сушим. От Пьера Кардена. Сняли с него вчера. Мерегоха какой-то. Макс по спутниковому телефону общается с семьей. Семьи свои любим, скучаем, иногда звоним. Поэтому будем стараться каждый вечер выходить на связь. Пьем чай со смородиной, звоним по спутнику. Только в этом ущелье ловит у нас. Надо вот туда на юг направлять, в сторону спутников имеющихся. Теперь Серега звонит своим. Ну что, спасибо этому месту большое за ночлег. Все хорошо. Вроде срач не остали, все убрали. Все, ребята.
12 км мы должны пройти сегодня до Акимского озера. Я думаю, мы справимся с этой задачей. Так, ну естественно картинка не передает. Ну там в ущелье Белуха. Вот. Видно уже красавица Белуха. Ну все, ребзики, почти дошли до базы. 13 километр заканчивается. До озера дошли, до базы МЧСовской. Сейчас скоро будем делать привал. Так что зашибись. Давай, ребят, последнее осталось. 50 метров пройти. И мы у финиша. Не могу. Подержите палочки, пожалуйста. Месье. Что-то мне так тяжело. Надо статус акемских лосей подтверждать. Надеюсь, не каждый год его подтверждать надо. Пойдем, Сека. Какая красота. Давай, как я ухожу. Ходи вперед. Вот она, красавица наша. Даст Бог, погодка нам позволит поснимать ее.